Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня будем изучать модули в Python. Что такое модули? Модули это, грубо говоря, любые другие файлики с кодом, скриптом, которые добавляются в наш текущий скрипт. Они как бы не зависят напрямую. Сейчас я вам продемонстрирую. Это, грубо говоря, мы как связываем несколько файликов. Это могут быть вообще абсолютно любые скрипты, написанные любым другим человеком. Для того, чтобы импортировать один файл в другой модуль, это можно сказать файл просто, нужно использовать ключевое слово import. Причем в Python изначально уже подключены куча встроенных модулей есть, которые нам пока что недоступны в скрипте изначально, но они вместе с языком при установке устанавливаются. К примеру, есть математический модуль match, который содержит кучу каких-то своих, так сказать, свойств переменных или функций. К примеру, вот он содержит IP, то есть p тут что-то не тут написал, p. Также он содержит sqrt, ну и куча других математических функций. Это функции, если вам нужно, вы можете сами загуглить, что он содержит в себе. Вот видите, выводится число p. И также, если мы не будем импортировать матч, то у нас выпадет с ошибкой. Вот видите? Также мы можем каждому модулю задавать другое название, которое будет использоваться в нашем скрипте. Он будет по-другому называться. К примеру, матч мы можем задать просто m, к примеру, и тогда уже нам нужно использовать переменную, которая называется m для выполнения кода. Видите, вот так вот. Все. Также мы можем создавать свои модули. Для того, чтобы создать свой модуль, просто создаем файлик. К примеру, будет называться мои модули. Вот с расширением py. Сейчас мы его импортируем. Здесь напишем просто какой-то текст. Здесь из my модуля, к примеру, вот так вот будет просто печататься текст. Дальше мы берем, импортируем его из текущей директории, он посмотрит. Вот так он называется, как называется файлик. И теперь выполним программу. Видите, выполняется this is my модули. Вот этот скрипт, который здесь напечатан. Также, вот, к примеру, мы не хотим, чтобы весь код, который у нас в другом файлике выполнялся. Мы, когда подготавливаем модули, там, к примеру, тестируем или еще что-то, мы можем специально конструкцию написать, которая выглядит следующим образом. Main. И, к примеру, засунем ее сюда. Теперь, когда мы выполняем скрипт с добавленным модулем, у нас ничего не происходит. Но если мы, к примеру, вызовем my модули как отдельный файлик, так, что-то, Python, попечатать Python, у нас выполняется вот этот кусок кода. Если мы опять же ее куда-то вынесем, к примеру, вот так вот, не будет в этом блоке, то у нас все опять выполнится, как и раньше. Так, очищу, чтобы не мешало. Вот. Видите, опять выполняется мой модуль. Также в другом модуле может содержаться абсолютно любые вещи, как и в обычном скрипте, к примеру, переменная. Добавим x, вот так будет 3 буквы d. Мы можем объявить здесь свою функцию, которая, к примеру, будет принимать x и возвращать 2x. К примеру, вот так вот она будет возвращать. Чтобы сюда импортировать и использовать, мы их дальше можем следующим образом. К примеру, я создам, чтобы не писать длинное слово, так, слово my. И вот это я уберу. И напечатаем print myx. Здесь будет наша переменная печататься. Также можем использовать функцию, которую я добавил, myfunc, к примеру, 2. И у нас выведется то, что находится в этом модуле. Также бывает ситуация, когда у нас модули могут быть не найдены. К примеру, возьмем модуль myModule x, импортируем. Тогда у нас скрипт завершается с ошибочкой. Если мы для этого желательно использовать, хорошей практикой является использование блок try except. К
примеру, мы импортируем модули как ASV, к примеру. Если у нас ничего нет, то просто, к примеру, создаем такой вот коллекции, просто создаем except. Так, вот здесь ошибочка. Так. И все. Так. И все, у нас все опять нормально. Скрипт не падает из-за блока try except. Также есть и, ну, как я и говорил, куча есть встроенных модулей, которые есть матч, есть еще время, к примеру, импорт можно сделать, импорт time, который содержит свои какие-то функции, к примеру, time возвращает. Это возвращает время в секундах с начала эпохи. Там это вроде 1, если не ошибаюсь. Может, чуть ошибаюсь. Вот с такого времени. Также мы можем импортировать не полностью модули. К примеру, вот мы взяли, вот, определить data myFunc, к примеру, print v. И этот print у нас печатает просто буковку v. Функция. Мы, к примеру, не хотим. У нас, к примеру, файлик очень огромный, и мы не хотим все экспортировать, мы хотим экспортировать только кусочек. Для этого используется блок другой. Для этого нужно написать следующий конструкт. From my модули, вот это я уберу, импорт и название функции, к примеру, myfunc as. И тут же также можно alias задать, переназвать, так сказать, as myFF, к примеру, так будет называться. И также можно с другими, вот, к примеру, с этой функцией сделать, к примеру, as pv, к примеру, такая будет называться. Вот так называться функция будет. Здесь мы просто выводим эту функцию, вызываем. Также она великолепно выполняется. Либо myF можем напечатать. 20 передадим. И вот видите. На этом, в общем-то, с модулями основное все. В следующих уроках еще будем другие темы разбирать. Спасибо за внимание. До новых встреч.